Добрый день, дорогие друзья и подруги по вязанию. Вот, наконец-то мы добрались до вязания жилетки. Надеюсь, все сняли мерки со своих собак, построили выкройки, и теперь мы можем приступать, собственно, к вязанию жилетки. Не забывайте, что я вяжу жилетку на свою собаку по своим меркам. Расчеты убавления, прибавления у меня также свои. Здесь я просто для примера показываю, как я вяжу. Открываю вам подробности процесса и все детали создания жилетки для собаки. Я вяжу из пряжи Alize Wool Time. Ее метраж 200 метров на 100 грамм. Эта пряжа не предназначена для машинного вязания. Однако у меня Нева, которая выдерживает все мои издевательства над ней. Так что мой выбор пал именно на эту пряжу. Имейте в виду, что на местах перекрещивания петель каретка проходит довольно-таки с усилием. Поэтому, если у вас нежная машинка, я рекомендую вам взять пряжу потоньше, а также провести профилактическую чистку. Хорошо смазать машинку и вычистить из нее, возможно, забившиеся волокна. Так вы облегчите работу и себе, и ей. Итак, приступим. Я делаю набор на бросовую нить, потому что мне нужен край с открытыми петлями. Набор я делаю самый простой. Я выдвигаю иглы одна через одну, провязываю, потом в следующем ряду выдвигаю оставшиеся иглы, снова провязываю и вяжу примерно 10 рядов. Для броса я использую нить, которую я использовала для вязания крючком. По-моему, это ирис. Ну, вот остатки пригодились для броса. Я ставлю на 5 плотность и провязываю. Вешаю небольшой грузик, чтобы у меня хорошо провязывалась крайняя петелька. И выдвигаю оставшиеся иглы в работу. У меня здесь получается 35 на 35, 70 игл в работе. Вот и провязываю второй наборный ряд. И теперь еще несколько рядов. Всего я связала 10, вы вяжите сколько хотите. Советую не меньше 10, ну или пока не закончится бросовая нить. И теперь я беру основную пряжу. Вот так она у меня выглядит. Обнуляю счетчик. И выкручиваю плотность на максимальную. У меня это 9. Проверяю, все ли у меня закручено, потому что бывает откручиваются эти кнопки. И вот первый ряд готов. Перевешиваю грузик. У меня это обычный биндер. И дальше смотрим наши записи. У меня так получилось, что прибавки нужно делать в каждом
третьем и пятом рядах, а убавки в каждом втором ряду. И я очень советую, чтобы в процессе не запутаться, расписать себе на листочке, что в каких рядах у вас происходит. Что я и сделала, правда, почему-то я решила это делать на коленке, а не так, чтобы вы видели, но я вставлю для вас фотографию. Вот, вы теперь тоже в курсе происходящего, того, что я там написала. Значит, прибавки 3, 5, 8, 10, 15, 18, 20. Ну, вы поняли. Плюс 3, плюс 2, плюс 3, плюс 2, плюс 3, плюс 2. Вот в таком порядке. И убавки тоже. У меня с 66 ряда. Прибавки идут до 64, потом я решила, что вот в 66 у меня начинаются убавки, чтобы не было такого резкого перехода от прибавок к убавкам. Вот. И вот это вот все я себе расписала, что и вам советую. Продолжаем вязать. Значит, у меня провязан один ряд. Сейчас нужно провязать второй. А за ним тут же следом и третий. Вот. И это третий ряд, в котором нужно делать прибавки. И в нем же и перекрещивать петли. Вот я делаю прибавки сначала справа. Я решила начать оттуда. Ну, сейчас я еще перейду и налево, и вам будет лучше видно, что и как я делаю. Двухушковым декером я переношу 2 петли влево на одну иглу. Получается, одна игла остается свободная. А чтобы не было дырочек и вырисовывалась красивая косичка по краю, я подцепляю с нижнего ряда петлю и нанизываю на иглу. Вот так вот. Теперь приступаем к перекрещиванию. Значит, я решила, что узор у меня будет повторяться 4 раза. Этого будет достаточно, он будет красиво центральной дорожкой идти по спинке. Вы делаете узор вообще как хотите, на каких хотите петлях. Можете сделать 2 повтора, можете сделать 6, а можете вообще не делать. Вас никто ни к чему не обязывает. Может быть, вы просто хотите получить жилетку для собачки и не заморачиваться вообще ни с каким узором. Это, конечно, будет гораздо быстрее, но не так красиво. Итак, делаем узор. Значит, в третьем ряду нам нужно перекрещивать петли так, чтобы внешние, те петли, которые ложатся сверху, смотрели в центр. Вот у нас есть 4 петли для перекрещивания, и 2 двухушковыми декерами мы снимаем и перекрещиваем. Сначала мы переснимаем от центра к краю, а потом от края к центру. Вот вы видите, что верхние перекрещивания ложатся к центру. Вот я их все перекрестила. Теперь выдвигаю иглы и задвигаю их по язычки.
проверяю, открыты ли все язычки. И прокладываю нить. Здесь может показаться, что я издеваюсь над машинкой, но нет. У меня, я уже, наверное, это уже, наверное, третье видео, в котором я говорю, что у меня нет струбцин, где-то они подевались. И я придерживаю машинку с той стороны просто пальчиком. И поэтому я стараюсь больше работать кареткой, чем придерживать машину. И у меня с левой стороны стоит штатив, который я боюсь сбить просто-напросто. И вот я провязала, проверила, все ли хорошо провязалось, все провязалось, меня все устраивает. И это у нас 5-й ряд, в котором нужно делать прибавки. И провязываем 6-й ряд, в котором, можно сказать, мы отдыхаем. Не нужно делать ни прибавок, ни перекрещиваний. И сразу после этого можно вязать 7-й ряд, в котором уже будут перекрещивания. Смотрим на схему и видим, что здесь верхние петли у нас расходятся в стороны. Значит, мы берем, переснимаем петли на декеры и перекрещиваем сначала в центр, а верхние петли у нас уходят в стороны. И точно так же, только в зеркальном отображении, мы поступаем с другой парой петель. Тоже в центр сначала, а теперь в стороны. И так мы делаем на всех остальных участках узора. Я с вами провяжу до 16 ряда включительно, а потом дам, можно сказать, наставление, как провязать остаток спинки уже без моего руководства. Ну, точнее, остаток спинки до того места, где мы начинаем убавки. И вот я готова провязывать 8-й ряд. Проверяю, открыты ли все язычки. Прокладываю нить. И провязываю. Это у нас 8-й ряд, в котором нужно делать прибавки. Смотрим на записи.
И провязываем 9 ряд. В 9 ряду нам ничего делать не надо. Такой себе отдыхательный ряд. И сразу провязываем 10. В 10 ряду смотрим на записи, нужно сделать прибавки. Одиннадцатый ряд провязываем. В нем, судя по схеме, нужно делать перекрещивания, которые расходятся в разные стороны, так же, как и в 7 ряду. Переснимаем петли на декеры, переводим 2 петли вправо, 2 петли влево, меняем их местами. И в зеркальном порядке делаем то же самое с другой стороны. И так на всех 4 кластерах. Проделав это, провязываем ряд. Двенадцатый ряд провязан, и в нем нам ничего делать не нужно. Поэтому сразу провязываем 13. Я на всякий случай проверяю, не слетели ли петли, в правильном ли порядке я вяжу. 13 ряд. В наших записях он у нас в прибавках. Вот мы их и делаем. По одной петле с каждой стороны. Я уже начала немножко обрезать. Я верю в то, что вы уже поняли, как надо действовать. И провязываю 14 ряд. 14 ряд у нас нигде не значится. И поэтому можно следом провязывать спокойненько 15 ряд. И вот уже в 15 ряду нужно делать и прибавки, и перекрещивания. А перекрещивания в этом ряду нужно делать немножко по-другому, так как мы их делали в 3 ряду. Здесь петли должны сходиться к центру. Переснимаем на двухушковые декеры и перекрещиваем сначала направо, а потом налево. И с другой стороны
в зеркальном порядке. Сначала от центра, а потом к центру. И вот мы наконец дошли до 16 ряда, который у нас последний на схеме. Его нужно просто провязать, делать прибавок никаких не нужно. И у вас может возникнуть вполне закономерный вопрос, а как же вязать дальше без руководства? Значит, вам нужно довязать до 64 ряда. По ходу работы вы смотрите, в каких рядах нужно делать прибавки. Это понятно. А как же со схемой? А со схемой тут есть хитрость на самом деле. А хитрость в том, что после перекрещивания петель остаются длинные протяжки, а каждая часть узора состоит из 4 рядов. И вот вы смотрите, после длинной протяжки у вас, например, вы провязали несколько рядов и получилось 4 протяжки. Значит, в этом ряду уже нужно делать перекрещивание. Как понять, в какую сторону нужно делать перекрещивание? Это просто вы смотрите и видите. Тут же ритм какой? 2 стороны, 2 к центру. 2 в стороны, 2 к центру. Вот так и ориентируйтесь. Это самый верный способ не запутаться в узоре. Вот здесь вот уже много провязано и хорошо видно, как идет узор и как я определяю, в какую сторону вязать. А вот здесь вот хорошо видно, как я подсматриваю, сколько протяжек. Вот так вот поднимаю платины и смотрю. Вот 4 протяжки. Ага, значит, в этом ряду нужно делать перекрещивание. Вот это я уже провязала 64 ряда. И провяжу еще 2. И это будет 66 ряд, в котором мы уже делаем убавки. Очень, кстати, удобно получается, когда убавка через ряд, каретка у вас всегда с одной и той же стороны. У меня, например, это получается слева. Вот я смотрю, какое полотно получилось. Хорошее, упругое, нормально растяжимое, не слишком легко, не слишком оно сжатое. Будет носиться очень хорошо. И делаем убавки. К сожалению, первые убавки в кадр не попали. Зато они хорошо попали в кадр с этой стороны. Убавки я делаю очень просто, двухушковым декером. Просто переношу одну петлю. Все просто. У нас вообще все очень просто. Просто и легко. И таким образом мы продолжаем еще 29 рядов, а всего у нас на счетчике должно получиться 96. Теперь, получив вот такую вот красоту, нам нужно ее дооформить. Видите вот эти черные точки на схеме? Это они на схеме не просто так. Это дорожка из изнаночных петель. Так что нам нужно сейчас спустить между крестиками с ноликами
по 2 дорожки, которые мы пропускали, и поднять их лицевыми петлями. Берем наш любимый декер и спускаем. И по 2 дорожки с каждой стороны тоже от крестиков ноликов подняли. Вот, и теперь смотрим, что же получилось. А получился наш рисунок. Вот. Вот такая вот красота. Он очень хорошо смотрится на спинке. Полотно получается тоже хорошо растяжимое и в меру пружинистое. И теперь нам нужно завершить деталь. А завершается она у нас резинкой. Нам нужно провязать 10 рядов и через иглу спустить и поднять петли. И у нас получится резиночка 1 на 1. Провязав 10 рядов, здесь я себе просто намечаю, как у меня все будет. И приступаем. Обычно я вкалываю петлеуловитель в тот ряд, до которого нужно спустить. Вот, например, отсчитываю 10 рядов, и в 10 ряд я вкалываю петлеуловитель и спускаю петли. Таким образом, я подстраховываюсь, чтобы не спустить петель больше, чем нужно. Закончив с резинкой, нужно закрыть петли последнего ряда. Я бы была не я, если бы я выбрала способ, который я уже раньше использовала или о котором уже сняла видео на канале. Заглянув в инструкцию к Неве, я увидела способ закрытия иглой. И думаю, дай-ка попробую. Знаете, мне он понравился. Он оказался простым, эластичным. И сейчас мы его изучим вместе. Значит, первым делом нужно сделать так, чтобы петли висели на крючках игл. Из-за того, что я уже провязала ряд, по-хорошему его надо было бы провязать с поднятым клином, и тогда бы нить уже сразу висела на крючках, но я взяла многоушковый декер и просто позадвигала иглы. Теперь я отмерю необходимое для закрытия количество пряжи. Оно всегда должно быть длина нити, необходимая для закрытия края, висящей на машине детали, должна быть в 3 раза больше, чем ширина этой детали. Вы видите, как я отмеряю, и понимаете, о чем я говорю. Теперь смотрим на картинку. Значит, из картинки видно, что пряжу мы сначала вводим в нижний ряд на себя, получается. Для удобства я изымаю пряжу из-под платьен, потому что так я сшивать не смогу. И вот, как я говорила, сзади наперед, не спереди назад, сзади наперед. Вот так проводим.
М, И потом прошиваем уже две, ам, две соседние полупетли. Прошиваем и вот так вот каждые соседние полупетли мы проходим через них иголочкой. Не очень тут удобно у меня закручивается пряжа. Ну, идею, я думаю, вы поняли. Каждые соседние петли вот так надо прошивать. Из рисунка, я думаю, видно. До самого конца, до последней петельки. И я торжественно вас поздравляю. Первая деталь готова. Ура, ура, ура! Деталь спинки готова, и ее можно торжественно снять с машины. Не так торжественно, как хотелось бы, но вот так. Задвину иглы, и сейчас мы с вами внимательно рассмотрим, что получилось. Край, в первую очередь, меня интересует. Вот, мне он очень нравится. Он получился не стянутым, не растянутым, хорошо тянется. И вот, так сказать, общий план картины, что получилось. Узор очень хороший. Ой, я уверена, будет хорошо смотреться. Ну что, осталось дело за малым. Нужно связать животик. За малым в прямом смысле этого слова, потому что вязать мы его будем на 12 петлях, на 12 иглах. По расчетам получается 10 петель, но я еще по одной с каждого края решила добавить для сшивания. И так выдвигаем 12 игл и делаем набор на бросовую нить. Я делаю набор на бросовую нить, потому что мне нужен открытый край. Потом эти петли я буду навешивать обратно на машинку для того, чтобы связать горловину. Количество рядов на ваше усмотрение. Сколько хотите, столько набираете, или сколько у вас там хватит нити. Выставляем плотность вязания на рабочую. И вяжем в моем случае 134 ряда. Теперь из последних 10 рядов делаем резинку 1 на 1. Закрываем иглой. И снимаем с машины. Пока животик отлеживается после отпаривания, сделаем манжету на спинке.
делаю набор, который я показывала в видео про набор по краю изделия. Примерно прицеливаюсь к середине края изделия, ввожу декер под первый ряд, который идет косичкой, и навешиваю на середину машины. И дальше уже по принципу 2 через 1 я навешиваю весь край. Выдвигаю вперед все иглы. Из-за того, что нить расслаивается, я проверяю, чтобы иглы проходили не через нить, а под нее. Теперь я беру открыватель язычков. Здесь у нас он поработает закрывателем язычков. И закрываю все язычки. Может быть, вы сумеете придумать что-то более удобное. Вот пока что я пользуюсь этим. Задвигаю иголочки до язычков. И открываю язычки. Это я делаю, чтобы язычки легли на нить сверху, и потом, когда я буду провязывать, не застряли в пряже. Я беру просто обычно провязываю кареткой. Многие не рискуют так делать, потому что боятся сломать иглы. Есть даже специальные линеечки для задвигания игл на одном уровне. Ну, у меня трактор провязывает все, поэтому я просто провожу кареткой и провязываю всего 8 рядов вместе с этим рядом. Отмеряю нитку, необходимую для закрытия края, и отрезаю. Теперь этот кусочек ткани, который мы с вами связали, нужно превратить в резинку. Закрываю край иглой. И снимаем с машины. Вот такой замечательный край у нас с вами получился. Теперь повторяем процедуру на другой стороне, навешивая край на то же количество игл, что уже у нас выдвинуты. Обе манжеты готовы, и вот как это выглядит. Теперь откладываем спинку в сторону и приступаем к вязанию манжет на животике. В моих записях у меня написано, что нужно отступить от резинки 22 ряда, и уже оттуда и до края набрать край на машинку и вязать манжету. Вот я отсчитываю эти 22 ряда. И тоже примерно прикидываю, где тут будет середина. И навешиваю на иголочки в том же порядке 2, 1, 2, 1, 2, 1 и так далее на иглы машины.
И здесь я произвожу абсолютно те же самые манипуляции, что и с манжетами на спинке. И вот такая вот должна у нас получиться деталь грудки. Вот я немножко растягиваю. Это нормально, потому что я же все-таки связала резиночку, которая должна собираться. Потом я немножко пропарю, и она уже не будет так собираться. А после стирки вообще все должно встать идеально. Теперь нам нужно соединить бока. Для этого нижние части резинок. Будем считать, что верхняя часть это там, где горловина, а там, где животик, это нижняя часть. Нижние части резинок мы навешиваем так же, как мы навешиваем края. 2 через 1, ну, по крайней мере, на таком количестве петель. Стараемся соблюдать этот принцип. Крайние петли обеих манжет я навешиваю на одну иглу, чтобы лучше скрепить их. Теперь проводим все те же манипуляции. Выдвигаем иголочки, закрываем язычки, потом задвигаем иголочки с закрытыми язычками до уровня язычков, потом язычки открываем, прокладываем нить и провязываем. Я опять-таки просто провязываю, да, немножко с усилием, но провязываю таки. Вы смотрите по своей машине. Может, вам нужно как-то аккуратнее поступить, например, провязать эти иглы, эти петли вручную. Дальше уже будет вязаться легче. И вот далее я в видео про сшивание деталей прямо на машине показывала. Это, по-моему, в том видео 3-й способ. И он вот здесь подходит. Лучше просто не придумаешь. Каждый ряд я подцепляю протяжки следующего ряда и все вместе провязываю. Это довольно-таки простые манипуляции и делается очень легко. Просто смотрите, чтобы вы цепляли нужные протяжки, не пропускали. Ну или у вас просто перекосит жилетку. Да, вот такая вот важная деталь. Ну, а еще смотрите, чтобы вы подцепляли протяжки из одного ряда. Не получалось так, что из одного, потом перепутали из соседнего, и так вот оно гуляет. Это, конечно, не скажется на эксплуатационных свойствах вещи, но выглядеть будет не очень. И, как всегда, первые ряды, конечно, идут не очень просто, а потом уже все гораздо проще, уже видно, где эти протяжки, не надо их искать, особо всматриваться. Ну, смотрите, что протяжка обычно ближе к игле. Прощупываете декером, если там пусто, значит нет протяжки. А если нащупали, вот это вот, которая наискосок идет протяжка, это не протяжка, это уже петля. Вам нужны такие поперечные протяжки.
Да, протяжку не всегда просто высмотреть, поэтому не вяжите черной пряжей и вообще темной. Я думаю, вы поняли принцип, как это делается. И уже я могу перейти к концу. К концу детали, но не к концу видео. Далее я рассматриваю с одной и с другой стороны, как чередуются косички резинки, чтобы резинка животика сочеталась с резинками бока. И найдя подходящее сочетание, я делаю с деталью то же самое, что делала с манжетами. То есть спускаю, поднимаю петли, делаю из нее резинку. Аналогично закрываю край иглой. И снимаю с машины. Со второй деталью бока необходимо поступить точно так же. Навесить ее на машину, провязать, сделать из нее резинку и снять с машины. И вот сейчас можно более внимательно рассмотреть, что у нас получается по животику. Вот получается такая полоска, которая закрывает грудку, и резиночка. Резиночка хорошо растяжима, собачке будет удобно надевать свитерочек и не будет волочиться по полу. Нам осталось, собственно, только провязать горловинку и уже окончательно собрать жилетку. Вы можете видеть, как я ее собрала, как сколола, что детали спинки должны быть поверх детали пузика. И вот так вот, вывернув наизнанку, нужно будет навешивать на иглы машины. С изнанки получится, что деталь пузика будет поверх детали спинки. Ну, не вся деталь, а только манжеты. Тоже я навешиваю примерно посередине машины. Это нужно просто для удобства. Хотите, навешивайте с краю. Но учтите, что в работе у нас должно быть 92 иглы. Вы опять-таки смотрите по своим расчетам, это у меня 92 иглы, а у вас сколько вы посчитали. И не забудьте, что манжеты вы навешиваете в порядке 2 через 1, как вы навешиваете край. А дальше вы навешиваете открытые петли, каждую петлю, естественно, на машинку, пока не навесите все до конца. Да, и не забудьте, что манжету животика навешивать не нужно. Вы ее потом будете вручную пришивать уже при сборке горловины. Ну и угадайте, что здесь нужно делать. Считайте, что это одна большая манжета. И вот мы торжественно снимаем жилетку с машины. Теперь машину можно отставить в сторону или пересесть за другой стол. Нам понадобится нитка и иголка. Выворачиваем горловину лицевой стороной и полностью всю сшиваем швом петля в петлю.
И вот здесь вот уже дойдя до конца горловины, не пропускайте петельки, хорошо все прошейте, потому что здесь такое место, которое испытывает натяжение, чтобы потом при надевании жилеточки она у вас в том месте не разошлась. Поэтому не пропускайте, все хорошо прошейте. Вот так накладываем манжеты одна на другую. И прошиваем швом петля в петлю. Здесь я смотрю, аккуратно ли все получается. Меня все устраивает. И можно закреплять нить и прятать концы. Вот практически конечный результат. Практически я говорю, потому что в конце я все еще не спрятала. Просто хочу показать вам, что у меня получилось. Вот такие хорошенькие резиночки, которые растягиваются. Хорошо сшитая горловина. Такой вот животик с припуском. У меня у собаки довольно-таки выпуклая грудь, поэтому такой большой припуск. Ей как раз хорошо подходит. Резиночки на животике. Все отлично удалось. Если есть какие-то еще неровности, выпуклости, это все уйдет с ВТО, с тем, что я пропарю утюжком, со стиркой. Это все уляжется. Я надеюсь, что вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы получать оповещения о новых видео. А впереди будет еще много интересного и полезного. Пока!